Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, таро расклад. Что вам по судьбе? Неожиданности до конца года, неожиданности и сюрпризы. Вот рассмотрим, что же положительного придет до конца года. Надо сказать планетарно, вот этот период до окончания 2023 года идеален для того, чтобы уделить внимание личной жизни или где-то взаимоотношения. Отчасти взаимоотношения с теми людьми, которых мы словно не можем отменить. Условно говоря, есть в нашей жизни или бывают те персонажи, которых мы можем буквально вычеркнуть. Но есть и те, это, к примеру, коллеги по работе, соседи, руководители. Вот мы на это не влияем. Мы неизбежно будем с ними сталкиваться. И если была какая-то конфронтация или было недопонимание, идеальное время, чтобы как минимум какой-то нейтралитет установить. Словно адаптировать какую-то ситуацию, чтобы впоследствии, в 2024 году, эти люди нам не помешали, как будто они были за нас, чтобы не было какого-то подвоха, мои дорогие, что-то тут у нас переворачивается. Но большому кораблю большое плавание. Тройка жезлов, карта перспективы, карта уверенности. Когда у вас все под контролем, когда мы и в данный момент, уже молодцы, что-то вы сделали очень правильно, хорошо, и это дает возможность строить планы на будущее более уверенно. Или вы с чем-то определяетесь. Вот такая карта. Давайте, это сама карта перевернулась, а я достану своими руками. И первая карта у нас будет, что важно знать, или что будет в приоритете до конца года. Может быть, ваше настроение, в целом оценка этого периода. Как для вас видят карты? Неожиданности, мои дорогие весы, с которыми вы можете столкнуться. Или неожиданные события. Сюрпризы. Это со знаком плюс. Что нас будет радовать? Ваши действия. Такую карту достанем. Каков результат? И совет от карт. Давайте будем смотреть. Итак, ух ты. Правда, вот эта тройка жезлов, она не случайно перевернулась. Карта самодостаточности. В целом, это какой-то ваш проект. Может быть, творческий проект. Что-то вы креативите, создаете. Среди вас много креативных людей или тех людей, где-то связанных либо с искусством, или ваше творчество, ваше вдохновение, которое вы используете на благо себе, и когда у нас получается осуществить. И причем это может быть не обязательно именно как творческий процесс, хотя творческий процесс бывает в банальной работе, когда мы видим не рутинно, как-то серо, мрачно, будни, а когда мы видим свои перспективы, правда, и карта перспективы вам не случайно перевернулась, вот опять же, тройка жезлов, и мы вот знаем уже это ноу-хау, как это сделать. Сама по себе карта денежная, поэтому получение денег вообще о стабильности говорят. И когда все, правда, у вас под контролем, новые возможности. Вообще, в целом, если характеристика периода уверенно стабильная и с какими-то радостями. Но это девятка, мои дорогие весы, и поэтому, даже если вы уделять будете просто, вот этот период, внимание тому, что я зарабатываю деньги, значит, все же с учетом отношений мы не должны забыть, как и про личную жизнь, и должны быть внимательны к нашему окружению тоже. Может быть, правда, есть и люди, которые словно за вами наблюдают. Как минимум вычислить или, где-то, чтобы нам не помешали, может быть, как завистники, бывает такое. И поэтому по этой карте, хотя она сама по себе, как я сказала, не просто про самодостаточность, а про то, что наступает какой-то период жизни, когда вы им останетесь довольны. Так вот, в контексте, чтобы, знаете, может быть, не привлекать к себе внимание слишком, когда нам либо везет, либо пусть одно какое-то дело удается осуществить, но не должно быть какого-то пафоса. Опять же, не должно быть противодействия со стороны людей, когда кто-то подумает, вот ему везет, а мне нет. Он счастливый, а я вот нет. Вы можете думать, что, и вы знаете про себя, что у меня не получилось там 1000 дел осуществить.
Но, видимо, вот в этом контексте, что не должны нам помешать своими какими-то завистливыми мыслями, ну, вот этот момент примите во внимание. Давайте неожиданности посмотрим, мои дорогие. Тут, правда, нулевой аркан, новые возможности, сами по себе неожиданности со знаком плюс. Знаете, это как важное решение, может быть, вы обдумывали какое-то время, у кого-то это может совпасть с новым этапом отношений. К примеру, если вы встречались или дружили, вы можете задуматься о том, что не перевести ли нам отношения на другой уровень. Это может быть построение вашего статуса карьеры, это может быть новый какой-то творческий проект, это просто может быть какая-либо новая работа или для кого-то из вас новые способы заработка, может быть пассивный доход. Денежная тема, безусловно, фигурирует для вас, но по нулевому старшему аркану это все-таки старший аркан. И мы спрашиваем на неожиданности, да, они будут. Вот те, наверное, которых мы не можем отменить, словно по судьбе. Когда я смотрю на эту карту в этой колоде, вспоминаю всегда слова Эйнштейна. Только дурак нуждается в порядке, гений господствует над хаосом. И Таро иллюминатов, карта нулевого аркана называется «Хаос перед началом творения». Понимаете, то есть какая-то заварушка, какая-то турбулентность может быть, но она вам дает какие-то возможности. Помните, наверное, мои дорогие весы, что возможности к нам приходят каким-то неожиданным путем или приходят нелепо порой. Как я говорю, криво. Кажется, ну что-то по-дурацки. А мы ведь не можем, мы люди, мы не можем что-то просчитать на далекую перспективу, однозначно. Поэтому просто стоит быть внимательным. Как чего-то не упустить, так и чего-то не прошляпить, мои дорогие. Все-таки нулевой аркан. Надеемся сами на себя. Хорошо, давайте посмотрим, что же за сюрпризы. Ну, правда, у кого-то личные отношения. Помните, мои дорогие весы, что вы должны быть счастливы. Для вашего знака это очень важно. Может быть, партнерские отношения, как дружба, да, или ваша личная жизнь, если в паре. Люди меня разные смотрят и по-разному относятся к теме личной жизни. Есть и люди, которые, ну, больше отдают предпочтение построению карьеры, но тогда все равно взаимоотношения с кем-то мы не можем себя обособить от мира. Мы тогда не будем испытывать полноту счастья. Ну, а для тех, кто в паре, или, мои дорогие, у кого были сложные отношения, правда, тут какие-то 1000 новых возможностей. Примириться, достичь взаимопонимания. Понятно, что где-то и от ваших действий будет зависеть вот этот туз кубков. Посмотрите, если карта шута, пусть это хаос какой-то перед началом творения, значит, вы благодаря своей дипломатии, благодаря где-то аналитическому уму, а вы умеете аналитически, именно интеллектуально продумывать, ну, план развития событий или соотносить с тем, что хочется в вашей душе. Так вот, возможности какие-то будут у вас для себя изменить, словно качество жизни. По тузу кубков, туз он сам по себе, и кубок, словно амброзия, переливается через край. Безусловно, приятные эмоции, нежные чувства. Это про любовь, про радость. Но и не только, потому что в карте изображены золотые рыбки, мои дорогие. А рыба, как известно, один из символов благополучия. Поэтому и для души, и для сердца, и для кармана что-то будет радовать ваши действия. Я называю эту карту «Выход из лабиринта». Может быть, благодаря вот этим новым возможностям не упустите чего-то до конца года. Помните, что все решают люди. У каждого ведь своя какая-то ситуация. И если нужно примириться, для вас важен человек. Пусть это ваша личная жизнь, это тот человек, которого вы любите. Ну, значит, надо какие-то действия вам будет принимать. Потому что сначала решение, безусловно, по этой карте, а следом, как я буду действовать. Но пространство словно вам помогает, открывает, ну, как знаете, зеленый свет для вас. Все же рядом у нас лежит туз кубков. Как и карта самодостаточности, так и карта счастья вам выпадает. Благодаря тому, что, как и Вселенная, словно способствует. А сам по себе период этот идеальный для того, чтобы
для себя что-то для собственного счастья сделать. И, видимо, вот этот выход из лабиринта для многих из вас будет означать окончательное решение. Когда были прежде сомнения, то есть если мы говорим важное или ваши действия, то здесь вы будете точно знать, что я буду делать на потом. Какую-то вы можете уже в этот период словно стратегию заложить или тезис-план какой-то создать. И неважно, чего он касается. Может быть, мои дорогие, сбалансировать все сферы вашей жизни. Давайте посмотрим, и каков же результат. И словно это по справедливости, у вас еще один старший аркан. Будьте честны сами с собой. Тут самое главное будет реально оценить обстановку, любую возможность, любую новость и информацию какую-то. Мы ведь не знаем по нулевому аркану, как к нам придут эти возможности. И где-то по карте справедливость. Все же у нас этот планетарный период, как Юпитер и Уран, находится в знаке зодиака Телец. Телец управляется тоже Венерой, правящая планета. И вот эти две планеты, они в ретро-движении до конца года нас возвращают неизбежно к какой-то ситуации. По аркану справедливости словно что посеешь, то и пожнешь, нам говорят. Может быть, ваши какие-то прежние действия, они теперь отобразятся в каких-то бонусах или в каких-то возможностях. Или по этой карте, конечно, я не могу и этого отрицать, если была какая-то прежде тягостная ситуация, неважно в какой области, старший аркан, у кого-то это будет касаться работы. И, опять же, работа как будто через отношения, все решают люди. Вы тоже с чем-то можете определиться, как будто, правда, вам Вселенная будет помогать, чтобы вы какой-то или гештальт закрыли, или точки над «и» расставили. Давайте карту совет. Я прошу извинения, мои дорогие весы, если в видео есть посторонние шумы, у соседей ремонт, и я на это не влияю, правда. Карта императора. Вот понимаете, настолько изменить статус, настолько как бы и управлять своей жизнью, тут действительно вы будете уверены в самом себе, в самой себе, в каком-то в своем плане, который точно осуществится. Но все же нам говорят, первое, может быть, построение карьеры, для кого-то организация своего бизнеса, своего ремесла. Самовыражение в первую очередь идет по карте император. Это когда я хочу что-то осуществить, и я знаю твердо, что у меня это получится. С другой стороны, карта император нам еще может говорить, мы уважаем закон, порядок, мы не прыгаем через голову руководителя, все-таки это как идет совет. И если мы уважаем, все же рядом еще и старший аркан справедливость, и вот если мы эту систему иерархии уважаем, система нам помогает. Помогает, как договориться, и что-то сделать для себя и по закону, и по правилам, и по менталитету того общества, где вы находитесь. И когда тут действительно качество жизни мы можем изменить. И наш статус, огромной возможности перевернуть свою где-то жизнь на 180 градусов. И как получить вот эту самодостаточность или получить новый статус, так и быть счастливым. Шикарные, мои дорогие, карты. И более чем у вас 3 старших аркана. Да и вообще все карты очень хорошие. Хотя нет плохих карт, но для вас этот расклад, он может, знаете, правда, как подсказка быть, что вы можете свою жизнь изменить ровно так, как вы этого хотите. И уже в 2024 году. Не нужно будет тратить время на какие-то сомнения, переосмысления или на какую-то ненужную двойственность. Здесь конкретика, мои дорогие. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.